Друзья, я вас приветствую на своем канале «Бизнес по фэн-шуй». На связи Ксения Давиденко. И в этом видео мы с вами поговорим о том, как мы сами себя лишаем денег, лишаем возможностей и сами себя лишаем того, чтобы реализовать свое то или иное желание. И прежде чем мы с вами перейдем к выводам, я с вами поделюсь одной историей, которая ярко показывает наше поведение в тот момент, когда мы чего-то очень сильно захотели, но при этом не даем себе это реализовать. Поэтому вы 100% узнаете себя и поймете ту причину, по которой это сделать не получается. Поэтому смотрите это видео до конца. Смотрите, эта история произошла в ноябре прошлого года. Это был конец месяца, мой супруг попал на одно онлайн-мероприятие, на котором продавали обучение. И он мне говорит: слушай, это прям то обучение, которое мне сейчас надо, то есть это поможет в дальнейшем для развития моего бизнеса. Это был конец месяца, все деньги уже были распределены, там какие-то пошли в инвестиции, плюс у него через пару дней был день рождения, там куплены подарки, организация дня рождения, и так далее. Все деньги были распределены. И он говорит: блин, вот если бы я неделю назад попал бы на это мероприятие, я лучше бы в качестве подарка выбрал бы это обучение. А сейчас получается уже и денег на это нет, да и возможностей нет. Я его послушала и говорю: подожди, я говорю, давай мы с тобой поступим по-другому. Да, на первый взгляд кажется, что как будто бы действительно возможностей нет, да и деньги все распределены, и на это обучение действительно мы не запланировали. Но возможность есть всегда. Я говорю, давай создадим намерение и попросим возможности, которая обязательно нам придет. Просто ты должен четко понимать для себя, зачем тебе это обучение и что в итоге оно тебе даст. Он, конечно, отнесся к этому очень скептически. Он говорит: у меня всего лишь навсего осталось 3 дня. Он говорит: ну где я за 3 дня тебе заработаю денег? При всем при том, что у него услуги достаточно такие узкоспециализированные и не востребованные каждый день. Я говорю, обязательно придет возможность, которая тебе позволит забрать это обучение. Но желание было, конечно, очень сильное, поэтому, несмотря на свой скепсис, он все равно создал намерение и попросил возможности. Буквально через 2 дня ему пишет женщина в социальных сетях, рассказывает свою историю, говорит о том, что ей очень сильно нужна его помощь. При всем при том, что он особо не позиционирует себя через соцсети и слишком не распространяется про свою деятельность. В итоге они договариваются о встрече прямо на его день рождения, потому что в другой день не получалось. И причем на 10 часов вечера, потому что она живет в Москве и очень поздно возвращается домой. Они встречаются в его день рождения в 10 часов вечера, общаются порядка нескольких часов. В итоге выясняют ситуацию, договариваются о сотрудничестве и подписывают договор на сумму, которая превышала в 3 раза той суммы, которая нужна была для обучения. Он не верил своим глазам, реально прыгал как ребенок и говорит: я реально просто не могу поверить, что это так произошло и причем так легко. То есть деньги настолько легко пришли на то, чего он действительно так очень сильно хотел. Смотрите, давайте теперь подведем итог и сделаем выводы. Что происходит в момент, когда мы чего-то очень сильно хотим? Мы начинаем думать, есть ли у нас сейчас какая-то возможность и есть ли у нас сейчас на это деньги. И, как правило, человек говорит: ну, у меня нет денег, у меня нет возможности. Все, здесь вы себе блокируете. То есть, когда мы фокусируемся на том, что нет денег, их и нет, потому что фокус идет на недостатки, на отсутствие. Если мы говорим «нет возможности», мы фокусируемся на том, что ее нет. Соответственно, ее и не будет. Хотя что деньги, что возможности – это такая же энергия, как и все остальное. И когда мы говорим «нет, возможность есть, надо только ее найти», и в этот момент мы запускаем импульс внутри себя и начинаем притягивать людей. Мы начинаем притягивать ситуации, которые будут способствовать реализации нашего желания. Очень многие думают о том, что все приходит извне. На самом деле это очень большое заблуждение. Все приходит изнутри. Мы даем импульс тому, что будет или чего не будет. Поэтому в любой ситуации, абсолютно в любой, чего бы вы ни захотели, нужно учитывать всегда 2 вещи.
Первое – это цель. То есть нужно четко понимать, для чего вам это нужно, зачем вам это надо. Да? Нужно себе ответить на вопрос, то есть какой результат вы благодаря этому получите, то есть как улучшится ваша жизнь или жизнь вашего окружения с помощью реализации данного желания. То есть нужна четко поставленная цель и прям фокус на нее. И второе, нужно понимать, какие ресурсы для этого нужны, какие возможности для этого нужны. То есть по факту мы в голове просто прослеживаем путь, по которому мы пройдем, чтобы достигнуть этой цели. Я всегда привожу такой грубый, но все-таки яркий пример, да? Когда мы хотим в туалет, особенно когда это желание усиливается, мы не говорим себе о том, что у нас нет возможности, мы думаем о том, где найти эту возможность, причем в самое ближайшее время. И чем больше усиливается это желание, тем больше мозг начинает прокладывать там дорогу к этой цели. Вот когда вы очень сильно чего-то хотите, всегда вспоминайте этот случай, потому что так вы сможете для себя понять, а действительно ли сильно вы хотите, потому что бывают желания такие, это просто очередные хотелки, я как бы сам не понимаю, для чего мне это надо, но было бы неплохо, чтобы это было. То есть в данном случае желание никогда не реализуется, но когда желание, когда оно внутри вот это вот все поднимается, ты понимаешь, все, я хочу, мне это надо, для того-то, для того-то, для того-то, да, то есть получить какой-то результат. И второй момент, то есть все, мне нужны возможности, вы создаете намерение, вы начинаете просить эту возможность, и она будет обязательно дана. Я больше чем уверена. Давайте прям поэкспериментируем, попробуем прямо сейчас. Прямо под этим видео пишите в комментарии то, чего вы так сильно, очень сильно хотите. И прям пишите свои желания, мне нужна возможность, ищу возможности. Вот увидите, что буквально там в течение прям короткого промежутка времени вам будут приходить эти возможности. Люди, ситуации, которые вам помогут это реализовать. Поэтому не ограничивайте себя, не лишайте себя того, что вам так сильно нужно. Всегда ищите возможности, фокусируйтесь на достатке, фокусируйтесь на том, что у вас есть, а не на том, чего у вас нет. И тогда у вас будет все время все приумножаться. Даже если в кошельке 100 рублей, вы говорите о том, что деньги есть. Даже если у вас 1 рубль на счету, у вас деньги есть. Всегда нужно фокусироваться только на достатке. Благодарю вас за внимание. Делитесь этим видео со своими близкими, со своими родными. То есть пусть они тоже получат эту возможность, эту пользу реализовать свое желание в самое ближайшее время. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока.